Привет, мои дорогие! Экспресс-расклад, ключевые моменты сегодняшнего дня. Актуально в тот день, когда вы нашли видео. И ключ, замок, колдунам входа нет. Чтобы открыть ключевые моменты, я выбрала расклад-ключ. Это конкретный короткий расклад. У нас здесь с вами десятка чаш, ключевые моменты в семье. Вам повезет в семье, это счастливая семейная жизнь. Давайте так сделаем, чтобы расклад заговорить. О чем печалишься, о том забудешь. Глаза откроются, и ключ найдешь. Счастливой будешь. Давайте посмотрим, мои дорогие. Десятка чаш — это любовь, счастье в личной жизни. Посмотрим. Десятка меча. Заканчивается какая-то трагедия в вашей жизни. Может, кто-то болел, или же потери какие-то. Несправедливость, потери какие-то были, судебные процессы, связанные с деньгами, скорее всего, и вы долго находились в подвешенном состоянии. Ключевые моменты будущего. Карта влюбленная, очень хорошая карта. Она говорит, что новый цикл в жизни открывается. Это может найдете новые отношения или новую работу. Трансформация, карта смерть, что-то заканчивается, конечно, в вашей жизни, освобождает место для нового, для чего нового, касательно любви, отношений. Шестерка чаш — это очень счастливая карта любви. Так что я здесь вижу, что заканчиваются какие-то тяжелые моменты в вашей жизни. Десятка пентаклей. Уже была десятка чаш на дне колоды. Это десятка пентаклей. Это счастье в деньгах. Это очень хороший заработок или же приход денег. Успешные купли-продажи. Вы будете довольны всем, потому что это королева чаш. Это любимая женщина вы. И вы справитесь с какими-то джиннами-подселенцами. Это буквально сейчас Вселенная чистит вас от негатива. Какой-то буквально экзорцизм сейчас происходит. Поэтому, когда очищаетесь, можете себя чувствовать не очень хорошо. Ваше поле теперь, в данный момент, освобождается от негативных структур. И пятерка меча — это структуры разные. Например, могут быть разные структуры, как змеи, джинны, черти, бесы, мертвецы. Вот 5 структур. Каких-то 5 структур. Какие-то кладбищенские структуры, демонические, сатанинские. Именно от этого вы сейчас освобождаетесь. Вы как отшельник идете к своей цели, и вы готовы терпеть, вы очень скромный человек, вы готовы тоже понять ваших врагов. В принципе, их понимать не нужно. Раз человек сознательно творит зло, так это же ненормально, да, когда человек творит зло. Так что здесь, вы очень добрый человек. Вам высшие силы советуют отказаться от общения с вредоносными людьми, потому что это внешнее воздействие. Зачем оно вам? Сейчас что-то поднимается из вашего подсознания, какие-то структуры поднимаются и уходят, и вы можете чувствовать или же такую тяжесть в голове, или шум даже в голове, нервность, может, плохо спите. И вы готовы нести свой крест, но вам Вселенная крест в принципе не дает, а наоборот убирает все негативное. Да. Вы королева жезла, вы человек, который возвращает к себе свою силу, вам нечего бояться больше. Стабильность в деньгах. Это выздоровление, прекрасное здоровье, мои дорогие. Это то, что вас ожидает. Десятка чаш, это счастье. Вот она уже и была у нас на дне колоды, если вы помните, да? Десятка чаш, ключевой момент счастья, который сейчас входит в вашу жизнь. И вместе с пажом пентаклей, это значит поиск денег. Или вы, или любимый человек, или ваш дочь, сын, может даже родитель, кстати, даже если в возрасте подработку найдет. Кто-то из вашего окружения найдет работу. И у вас будет больше мира, спокойствия, потому что каждый при своем деле. Каждый занимается собой, да. И начнут всплывать, может, какие-то моменты волнительные. И, может быть, вы скажете, что да, я, в общем, билась как рыба об лед, то есть по отшельнику, во всем себе отказывала, по четверке меча, многое прощала по карте повешенной.
не сдавалась, ну правильно делали, но по десятке меча вы, конечно, очень сильно пострадали от рук других людей. И вы готовы к переменам. Вам уже надоело жить как раньше. Вы больше не хотите мириться с этим негативом по карте смерть. Вы готовы просто закрыть двери в вот это все негативное, да. Поэтому шестерка чаш говорит, что будет очень большое счастье. Ну и, несомненно, будет. Смотрите, карты сами говорят за себя. Карта Мир, 21 карта, новый совершенно этап в вашей жизни сейчас приходит к вам, да. И это этап безусловного счастья. Четкое, прямое, безусловное счастье, которое дает вам Вселенная. Четко все написано здесь в картах. Ну что мир — это когда у вас есть защитная аура, и не будет больше никаких врагов, не будет больше людей, которые вам хотят помешать, навредить. Это защитная аура. Карта Мир — защитная аура. Ангелы-хранители, вот это все карта Мира, видите? И действительно, что сейчас ваша жизнь начинает меняться к лучшему, потому что вот эти тяжелые моменты, поэтому и были активны в вашей жизни, что они так сильно всплыли на поверхность перед тем, как полностью исчезнуть. Сейчас идет абсолютно исцеляющая вот такая волна в вашей жизни. Это вина других людей. Может, где-то и ваша вина, что вы позволили собой пользоваться. Может, это и в предыдущих жизнях ошибки, потому что десятка меча как раз об этом. Но вот эти все лярвы сущности, они поднимаются как бы, да, из тьмы времени, фантомы такие, поднимаются из вашего подсознания и начинают выходить, освобождать вас. И жизнь начинает меняться к лучшему. Вот выравнивается дыхание, так опускаются плечи. Вот вы чувствуете, что легче походка. Не нужно столько много еды, как раньше было. Потому что вот это все такие весточки, новая жизнь начинается. Карта дьявол, да. Видите? Выходит из вас вот этот дьявол, подселенец, сущность, выходит. Это, как я сказала, это экзорцизм, это расклад просто экзорцизм, потому что выходит дьявол. Выходит, ваше поле освобождается. Это любые негативные структуры, вплоть до рептилии. Теперь время, когда рептилии все нам видны. О да, это время, когда видно. Четвертое измерение — это то. Они раньше могли спрятаться, теперь они не могут спрятаться, теперь их видно. Это кладбищенские структуры, это демонические, сатанинские. Это все выходит на поверхность. Понимаете? Вы перестаете этого всего бояться, потому что оно не тайное. Это когда было тайное, оно было страшнее. Теперь его видно, значит, можно от него избавиться. Ну да, избавляетесь вы, конечно. Это королева меча. Это же защитные силы, ангелы-защитники. Это очень мощно, это очень мощно. Вы буквально освобождаетесь. Понимаете? Освобождаетесь. И, может быть, страхи какие-то были, да, по карту дьявол, конечно, были страхи. И это, знаете, страх, когда ваше дерево жизни перегружено, когда некоторые ветки дерева жизни, там, где структуры задержались, вредоносные структуры, они перегружены. И вам нужно сменить роль из жертвы перейти в победителя, сменить роль, сбросить себя, так, знаете, как дерево, вот ветер или так шейк, так струсить, сбросить с веток это все. Угу. И горькие плоды страха, они падают из вашего дерева жизни в землю и там перерабатываются. И тогда у вас уже приходит вот самоуважение. По карте отшельник самоуважение. Самоуважение, которое не нужно ничего доказывать никому. Ни себе, ни другим. Самоуважение приходит. Да, да. Это вообще туз жезлов, это когда вообще вы до такой степени сильный человек, стержень свой есть. И вы добиваетесь результата здесь. Вы идете по своему пути, вы учитесь быть самостоятельно, не слушать демонических структур. Вам помогает сам этот жезл, то есть вот ваше внутреннее «я». Смелый, решительный, так. Захотели работу — получили, захотели с этим человеком в отношениях — получили. Потому что, видите, подходите друг к другу, берете. Меньше эмоций, больше дела, верите в свою идею. Потому что туз жезлов — это идеи. А королева меча добивается. Идете до конца и добиваетесь огромных результатов. Огромных результатов.
Угу. До сих пор было какое-то состояние избегания, поэтому и чувствовали себя плохо. Обида, может быть лишняя еда, угу. Может быть проблемы в детстве, какой-то тяжелый быт, ссоры с домашними, какие-то проблемы. Это только верхний слой был. Это только верхний слой. Но причина теперь открыта, причина в дьяволе. И когда причина открыта, пришло решение. Конфликт сам себя исчерпал. Пришло решение, все, королева меча решила. И у вас есть безусловный ресурс. Это, конечно, туз жезлов, ваш стержень, ваш безусловный ресурс. Вы теперь в состоянии ресурса. Что такое состояние ресурса? Я говорю иносказательно, чтобы вы свои вопросы подставляли. Состояние ресурса, когда десятка чаш, пожалуйста, домашний уют, очаг, счастье, десятка пентаклей. Вот здесь и десятка чаш, и десятка пентаклей. Когда у вас и в материальной сфере все нормально, и в любовной сфере все хорошо, да, вы просто выходите на дорогу счастья. Вот в чем дело. Все. Все теперь у вас прекрасно. Вот такая вот, мои дорогие, это особая техника, кто не знает. Техника расклада называется техника чистого сознания. Когда вы выходите за пределы вот этого дьявола, выходите в свою галактику, теперь космический век, это 4-е измерение. И вы творите свою реальность, там, где есть и деньги, много денег, и прекрасные отношения. Все. Да будет так во веки вечные. Да, но так оно и есть. Так что это было и очищение от негатива, это было и благословение высших сил, и будущее посмотрели. Ну, 2 десятки, это деньги и любовь. Все при вас, все, что вам нужно. Я счастлива донести до вас эту правду. Кто не знает, Лена, Ванкувер, Канада, от души для вас делаю расклады. И пишите комментарии, хочу знать, как у вас проигрывается. То, что вам этот расклад поможет, это гарантия, если вы ему позволите. Люблю вас, обожаю, посылаю вам медвежьи обнимашки и до скорой встречи. Пока-пока, мои дорогие.